Российская Минобороны заявляет, что захватила Запорожье. Что на самом деле происходит на юге Украины? Условия президента принято. Трамп добился своего долгожданного признания. Что будет теперь? Резкий разворот Лукашенко. Спецпредставитель американского президента в Минске обо всем договорился. Американский президент разносит премьер-министра страны-партнера вдребезги. Что случилось и правда ли партнерству конец? И Олимпийские игры среди кошек. Что происходит? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Судьбоносная встреча в Минске. Кит Келлогг, спецпредставитель Трампа, как мы и говорили в предыдущих выпусках, прибыл в Беларусь и уже успел поговорить с Александром Лукашенко. Что это означает и какие цели этих переговоров, долго было покрыто тайной. Остается таким и сейчас, но Лукашенко не может долго молчать. Рады вас видеть в этом хорошем месте. Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом, но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальные диалоги, разговаривать о наших делах, об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки? Кит Келлогг стал первым высокопоставленным представителем американской администрации, который наведался в Минск с 2020 года, когда туда приезжал госсекретарь. Грохот среди ночи, серия взрывов и черный дым над городом. Кременчуг снова в огне. Россия устроила одну из самых мощных атак за все лето. Более 40 взрывов всего за пару часов. Вторую неделю подряд Кременчуг как под прицелом, и снова комбинированный удар. Ракеты, дроны, гиперзвуковые кинжалы и калибры. Все в одну ночь и все по одному направлению. Первая волна началась в 1:30 ночи. Люди просыпались от ударов, а взрывы все не прекращались. Цель атаки — энергетическая инфраструктура. Во всяком случае, так заявляет российское командование. Там зафиксированы прямые попадания и падения обломков. В небе огненные следы, на земле пожары. Утром Кременчуг проснулся в дыму. Враг вновь осуществил массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. Большинство средств поражения было уничтожено силами ПВО. Однако в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков как на объектах энергетической инфраструктуры, так и на открытых территориях. По официальным данным, за ночь по Украине запустили 272 дрона и 8 ракет. Сбили большую часть, но пробились именно по Кременчугу. Пострадал один человек, ранение средней тяжести. Местные медиа всю ночь писали о пожарах. Огонь, гарь, тревога и снова вопрос, почему именно этот город? Кременчуг — важный промышленный и энергетический узел, и это может объяснять, почему его методично выжигают вторую неделю подряд. Россия делает ставку на удары по инфраструктуре, чтобы оставить Украину без тыла, без света и без всяческих систем. Кремлевский диктатор накануне выдал новый хит о русском солдате, на который уже реагирует мир, причем реагирует по-разному. Фраза задумывалась, конечно, как пафосное заявление, но вышла... Знаете, у нас есть такая старинная, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то наша. В комментарии принимаются шутки про ноги российских солдат. Давайте определим самую яркую, не ногу, а шутку. На заявление отреагировал глава украинского МИДа в той же манере. Из всех безумных заявлений Путина сегодня выделяется одно – о ноге российского солдата. На самом деле, куда бы ни ступил российский солдат, он приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение. Путину безразличны разговоры, которые касаются российских солдат или их ног, разорванных украинскими дронами. Он – массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил 1 миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бане в Украине, не достигнув никакой стратегической цели. 1 миллион солдат, 2 миллиона ног. А Путин тем временем снова о том, что его все вынудили и что он совсем миротворец, даже когда говорит про ноги российских солдат и даже когда угрожает всем подряд. На каждом этапе происходящих событий. Вот я хочу это подчеркнуть, чтобы вы понимали, это то, что я скажу, абсолютная истинная правда.
Мы предлагали на каждом этапе тем, с кем мы в контакте были на Украине, остановиться. И говорили, давайте сейчас лучше договариваться. Потому что вот эта логика развития чисто военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться. Украина, по его словам, должна остаться нейтральной, отказаться от ядерного оружия, которого у нее и так нет, признать фейковые референдумы на оккупированных территориях и гарантировать права пророссийских граждан. В противном случае, намекает диктатор, возможно новая фаза конфликта. Также он обвинил внешние силы в том, что они якобы не стремятся прекратить войну, а используют Украину как инструмент против России. Цинично добавил, Украина заслуживает лучшей судьбы. Также российский диктатор подумывает оккупировать Сумы, будто бы это так просто и легко. К слову, мы где-то уже слышали про ногу солдата, правда немецкого. «Туда, где стоит немецкий солдат, никакой другой не придет», гласит этот плакат времен Второй мировой войны. Косплей, подражание или совпадение? Как думаете? Не забудьте написать в комментариях. Запорожье захвачено, говорят в российском Минобороны. Правда, это не то Запорожье, которое областной центр, а населенный пункт в Донецкой области, село. Но, тем не менее, сигнал довольно тревожный. Правда, во время такого штурма россияне теряют огромное количество солдат. Например, по данным украинского генштаба, только за минувшие сутки ликвидировано более 1000 оккупантов и более сотни единиц техники. Но, кажется, политика не считаться с потерями остается актуальной для российского командования. Точечная ликвидация. Теперь дронов станет намного меньше. Во всяком случае, один из районов страны теперь в намного большей безопасности. ВВС Израиля нанесли удары, уничтожили Аминпура Джудаки, командира корпуса стражи Исламской революции, ответственного за запуски беспилотников. Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях после ликвидации командующего ВВС Ксир Тахера Фура 13 июня 2025 года. Еще один иранский генерал погиб от авиаудара израильской армии. Командующий силами Аль-Кудс корпуса стражи Исламской революции — это такое спецподразделение в спецподразделении. Саид Изади, который, по словам министра обороны Израиля, как раз и отвечал за финансирование и вооружение Хамас перед атакой 7 октября. Напомню, операция Израиля стартовала 13 июня этого года, и с того времени Израиль наносит удары по ядерным объектам Ирана, которые в свою очередь наносят удары в ответ, часто по жилым районам израильских городов. Американский президент открыто критикует премьер-министра Израиля, разносит Биньямина Нетаньяху вдребезги, обвиняя фактически в узурпации власти. Нетаньяху давно хотел воевать с Ираном, потому что таким образом он может остаться у власти навсегда. Он был там большую часть последних 20 лет. «Мы должны убедить наших друзей на Ближнем Востоке, — говорит Билл Клинтон, — в том, что мы будем рядом с ними и защищать их, но мы не станем поддерживать необъявленные войны, в которых жертвами становятся ни в чем не повинные мирные жители». Поддерживаете 42-го президента США в этом тезисе или нет? Пишите в комментарии. Не забывайте, ваше мнение правда важно. Свершилось. Гештальт может быть закрыт. Президент может успокоиться и расслабиться. Его главная мечта практически сбылась. Теперь он может получить все, что хотел. Дональда Трампа таки выдвинули на Нобелевку. И сделали это не кто-нибудь, а представители ядерной державы — Пакистана, за спасение мира в Южной Азии. Правительство Пакистана официально предложило кандидатуру президента США на одну из самых престижных мировых наград в знак благодарности за его, цитирую, «решающее дипломатическое вмешательство в конфликт с Индией». В момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации. Более того, власти Пакистана называют Трампа настоящим миротворцем и даже связывают его роль с надеждой на стабилизацию глобального кризиса, включая обострение на Ближнем Востоке и гуманитарную катастрофу в Газе. Мне уже должны были дать Нобелевскую за Руанду, и за Конго, за Сербию и Косово, за Индию и Пакистан точно должен был получить. И не один раз. За Авраамские соглашения тоже, но они дают премии только левым. Как думаете, даем Нобелевку Трампу или нет? В комментарии не забудьте написать.
Кошки в борьбе за золото. Олимпийские игры среди пушистиков взорвали интернет. Такого вы еще не видели? Кошки на беговых дорожках, прыжки в длину, лазание по шесту. Все как на настоящих Олимпийских играх. Только у участников не берут пробу на допинг, а гладят за победу. Вирусный ролик, где коты соревнуются в олимпийских дисциплинах, стал настоящей сенсацией в сети. Миллионы просмотров и тысячи восторженных комментариев. А сделан он не человеком, а новейшей китайской нейросетью Hailuo 02. Да-да, даже анимация хвостиков и выражение мордочек — это чистый искусственный интеллект. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.